Очень важный момент, точнее даже не момент, а процесс в обучении на программистов, тестировщиков и всех других айтишников — это практика. Практика кодинга — очень-очень важный момент. Для того, чтобы научиться кодить, нужно кодить по чуть-чуть, начинать с маленьких кусочков, самых простых программок, инструкций, и потом из этого уже можно сложить что-то большее, сложное, интересное и так дальше. Мы начинаем практику вообще подхода и практику проб ваших к кодированию через написание кода. Мы используем для этого песочницы. Я сделал для наших целей, для наших студентов свою собственную песочницу. Она примитивная, очень-очень простая. Ее адрес play.localcoding.us. Нажмете, и откроется вот такая вот штука. Все очень просто, без лишних кнопок, без лишних каких-то реклам и всего такого. Потом, когда мы уже научимся здесь кодить, то мы перейдем уже на редакторы кода, вот такие вот интересные, в которых есть много всяких полезных, красивых штук, даже не то что красивых, они облегчающих нам жизнь, увеличивающую скорость написания программ, помощь в отладке, помощь там, в поиске ошибок и так дальше. Но прежде чем мы перейдем уже к более сложным инструментам, нам нужно разобраться вообще с тем, как писать простые программки. Для этого мы будем использовать песочницу. Вот наша песочница play.localcoding.us. Но существуют и другие песочницы альтернативные. Например, JSBean. Тоже хорошая, интересная песочница, но в ней есть реклама, в ней есть много лишних кнопок, это нумерация строк включается тоже каким-то странным хитроумным способом. В общем, такой себе вариант. Мы его долго использовали, но пора, наверное, уже переходить на что-то другое. Также есть еще интересные, мощные песочницы, фактически онлайн-редакторы, допустим, код Sandbox. Очень-очень мощная штука, но вам поначалу совершенно не нужно. Тут и большое обилие всяких кнопок, каких-то лишних, совершенно вам не нужных элементов. Есть еще тоже хорошая, крутая песочница REPL-IT. Слишком крутая для нас на данный момент. Слишком крутая. Можно всякие штуки делать, у них какие-то мобильные приложения. Нам это не нужно. На данный момент нам это совершенно не нужно. Нам нужно что-то очень-очень простое, в котором такую среду, в которой мы научимся писать простой код. Вот для этих целей я как раз и сделал play.localcoding.us. Как эта красота вся работает? Вот здесь мы будем писать код, потом нажимать на кнопку Run, и где-то мы будем видеть результат. Но если в JSBean у нас это где-то консольно сразу вот есть в интерфейсе, то я решил не настолько облегчать жизнь студентам. Все-таки нужно сразу же давать какие-то вот реальные инструменты, поэтому для этого вам нужно будет использовать браузер Chrome. Я использую браузер Chrome. Справа в этом браузере есть 3 точки. Вот 3 точки, нажали. Потом переходим More Tools. Если у вас другой язык интерфейса, то просто найдите вот где-то в этом же месте или More Tools, или больше инструментов, другие инструменты, как-то вот так будет названо. More Tools. Потом в самом низу следующего пункта меню выбираете Developer Tools. Прежде чем вы сюда нажмете, запишите себе вот эту комбинацию клавиш. На Mac это вот эта комбинация клавиш, на Windows может быть другая комбинация клавиш, на других операционных системах там будут свои комбинации клавиш для того, чтобы открыть консоль разработчика. Нажимаем на Developer Tools, и, скорее всего, она откроется у вас снизу, вот в таком виде. Может быть, будет открыта вкладка Elements, может быть, открыта вкладка Sources, но вам нужно перейти на вот эту вкладку «Консоль». Вот в консоль перешли, и вот это желтое сообщение, на него не обращайте внимания,
чтобы убрать все сообщения в консоли, это консоль браузера, это не часть приложения, не часть вот этого прекрасного продукта песочницы, это часть уже браузера. Это браузер смотрит, что здесь происходит. Для того, чтобы все очистить, значок, вот этот вот значок, у него есть еще горячие клавиши. Обратите внимание, это на Mac Ctrl-K, либо Command-K на Mac. На Windows, смотрите, там будет, скорее всего, что-то другое. Вот нажали, консоль очистилась. Если вы хотите, чтобы сделать шрифт побольше, на Mac это Command плюс, Command минус, на Windows Ctrl плюс, Ctrl минус. Сюда переходим, пишем первую программу. Здесь нет никаких подсказок, никаких подсветок, ошибок и всего такого. Пишем сами, запускаем сами, смотрим результат. Пишем нашу первую программу console.log, скобку открыли, скобку закрыли, точку с запятой поставили, 2 раза влево нажали, перешли внутрь скобок, одинарную кавычку открыли, одинарную кавычку закрыли. Видите, они сразу подсвечиваются. И здесь пишем классика. Это просто классика вообще всего программирования. Привет, мир. Hello world. Можно подставить для экспрессии восклицательный знак. И нажимаем на кнопку Run. Нажимаем и видим результат именно в консоли браузера. Это самая правдивая консоль из всех, которые есть, потому что в JS Bin она немножко неправильная. Там много вырезается оттуда, а в консоли браузера вы видите все, что вам нужно. Вот, это результат работы. Сколько раз вы нажмете, столько раз эта программа и выполнится. Если нужно очистить ее, очистить консоль, я имею в виду, то нажимаете вот сюда, либо комбинацию клавиш, которую вы уже там записали. Но для того, чтобы эта комбинация клавиш работала, если вы будете находиться вот здесь, писать, нажать на эту комбинацию клавиш, она не сработает. Нужно перейти в консоль и здесь нажать, допустим, Command-K. Так оно работает. Например, вместо вот этого Hello World мы здесь можем написать 3 плюс 4, нажать тоже Run, увидим результат. Вот так работает. Вот так работает наша песочница. Еще раз. Если вдруг вы по какой-то причине забыли, закрыли вот эту часть, нажимаете свою комбинацию клавиш, переходите в консоль, очищаете и начинаете здесь работать. Консоль. Да, внимательно будь в консоли. Консоль. Вот эту часть. Точнее, это Developer Tools, потому что здесь много вкладок, одна из них — консоль. Ее можно перемещать вот здесь. Обратите внимание, вот в этой части есть вариант расположения. Можно расположить справа, и тоже компактненько будет. Можно расположить его слева и так дальше. Очень простой вариант. Как хотите, так и размещайте, где вам больше нравится. То есть вот так вы запускаете, здесь видите результат. Это кнопка для очистки. Еще раз. Комбинация клавиш для открытия консоли. Сами ее выучите и открываете каждый раз, когда сюда переходите. Второе. Здесь нет никаких подсветок кода. Если вдруг вы сделаете какую-то ошибку, пропустите скобку, нажмете на Run, вам выйдет сообщение о том, что что-то пошло не так. Внимательно читайте это сообщение. Здесь, скорее всего, будет вам подсказка, чего здесь не хватает. Либо если вы сделаете какую-то другую ошибку, то он вам тоже скажет, что не так. Смотрите и внимательно анализируйте, что вы здесь увидели и что есть в вашем коде. Ошибки могут быть совершенно разные. Допустим, вы здесь написали hello вот так и увидите вот такую ошибку. Когда вы будете уже в процессе кодинга, то в этих ошибок будете делать очень-очень много, и это поможет вам как раз вот разобраться с тем, какие ошибки есть, как они выглядят и как их исправлять. Все, пока на этом все. Пробуйте, наслаждайтесь, кодим. Если какие-то вопросы, предложения, все пишите в комментариях и движемся дальше. Всем спасибо.